Привет, друзья! Сегодня небольшое разговорное видео. Я купила 2 куклы и пожалела прям вообще. У меня такое впервые. Вот у вас так было? Я думала, такого вообще не может быть. Причем кукол я выбираю обычно. То есть я не покупаю непонятно что. И вот так получилось. Вообще, чтобы была понятна ситуация, я сейчас строю умный дом. Там будут датчики. Это спойлер, там будут датчики. Это будет умный дом для Барби. Дом с механизмами, с какими-то придуманными штуками. Как мне это очень интересно. И сейчас там есть водопровод, в который видео выходили, вода на кухне и работающий холодильник. Это я разминалась. И впереди у меня проект — это спальня. А причем спальни должно быть 2 разные. Я строю дом для куклы своей. Вот так она выглядит. И вторая спальня, соответственно, нужна ей какая-то соседка, и мне хотелось какого-то нового персонажа, не из тех кукол, которые у меня уже есть. Это кукла из коллекции Pop Reveal. То есть кукла в стакане, ты покупаешь, ты не видишь, там нарисована, конечно, кукла, но ты ее вживую прям не видишь. И там интересная распаковка, что какие-то пакетики, было интересно. Это вообще первая моя современная Барби, которую я купила. Распаковка ее тоже есть на канале, там я чудила, так скажем, не могла ее распаковать нормально. И я поехала за куклой. Тоже ревил, но другая серия. И я вытаскивала ее вслепую. Сейчас я делаю вставку, как это было. На будущее лично мне так делать больше не надо. Никаких кукол вслепую. В принципе, мне было достаточно все равно, какая там будет соседка, и мне нравятся все эти куклы. Но вот я вытащила эту куклу и поехала в Икею, потому что я хочу делать спальни, повторить. То есть кухню я взяла примерную, вдохновилась, но кухня у меня отличается. Просто идею взяла. А спальню я хочу прям повторить максимально приближенно. И я поехала в Икею, и там в буфете, так скажем, я ее уже и распаковала. Куча народу, я сижу, распаковываю куклу. Сейчас вставка. Как это было. И тут уже видно мое лицо, которое просто говорящая, такая бегущая строка. Это мне не нравится, мне не нравится, мне не нравится, мне не нравится. Полное разочарование. И я потом пошла, отсняла все спальни, которые там были, с этой куклой, и чем больше я снимала, тем больше она мне не нравилась. Я даже не хотела ее потом фотографировать на фоне этих спален, и просто уже потом снимала отдельно. Что же мне так не понравилось в ней, где эта красотка? То есть я, так как мне ее надо было снимать там, я не надевала на нее обувь, чтобы ее не потерять. И вот кукла у меня выглядит в таком вот виде. Ну давай, фокусируйся. Вот в таком виде. То есть она выглядит, я не знаю, вышла из дома выкинуть мусор, но, на мой взгляд, не стильно она так выглядит. То есть это какая-то меховая куртка, непонятная юбка. И волосы я уже с сиреневой пряди заплела в косички, потому что иначе
мне не особенно нравилось, как это. Из плюсов у нее, я считаю, шикарные волосы. То есть у нее такой цвет очень похож на натуральные. И очень приятные они на ощупь. Волосы, да, единственное, фиолетовые пряди, ну, не совсем. Мне не понравилось, что у нее фиолетовые губы, а если мы проводим льдом, они становятся еще темнее, темно-фиолетовые губы. И у нее такое выражение лица. Я люблю, когда кукла мне немножко улыбается, а у нее такое сдержанное достаточно выражение лица. Я, конечно, понимаю, что мир у нас не розовый, но можно найти какие-то поводы для улыбки вообще. С претензией такое у нее выражение лица. Я отсняла в Икее все, что хотела, и пошла купить для нее донора тела, потому что у нее гибкость тоже оставляет желать лучшего. Мне еще очень нравится, что куклы с подвижными телами сидят в инвалидных колясках, и их покупают, чтобы пересадить тело. То есть вот я ей пересадила тело этой куклы, которая была. Стоять, никуда не ехать, стоять. В чем у нее? У нее нет шарнира в кисти, нет в голеностопе. И еще купальник молдированный, который не снять. Садится она вот так. Ну, хотя бы она садится туда. Я уже узнала, что есть такие куклы, которые не могут сесть. Я пересадила тело. Теперь вот это с фиолетовыми губами у нас на подвижном теле. А вот эта Барби заслуженно становится куклой с ограниченными возможностями, садится в коляску. Такой вот парадокс. Подумала, а что если я перекрашу ей губы и переодену, соответственно, другое тело, и, может быть, имеет смысл оставлять ее соседкой. Но дальше произошло еще интересный момент, когда я покупала донора, мне на глаза попалась вот эта прелесть. Я видела эту куклу и в обзорах, и в интернете, но я впервые увидела ее вживую в магазине. У нас тут в магазине, если идти смотреть, очень, на самом деле, ограниченный такой, я считаю, выбор. И тут она стоит, и я нашла новый магазин, где большой выбор Барби. Вот он. И вот она. Я ее взяла и просто не смогла ее положить обратно. Так с ней ушла. Я очень давно ее хотела, на самом деле, себе в коллекцию. И теперь я сейчас ее распакую. Она мне очень понравилась, но я видела противоречивые про нее отзывы. Она мне очень понравилась внешне. Сейчас мы ее распакуем. Не будет ли такое, что она меня тоже разочарует? И тут я понимаю, что у меня уже две куклы на позицию соседки. Для домика, для новой спальни. Я надеюсь, вы поможете мне выбрать, какая в итоге кукла заселится в этот дом. Мне нравится, что скин-тон с легким загаром и очень красивый цвет волос. Очень миленький аутфит с волосами. Расплетем рулечку. Ну, да, я поняла, о чем все говорили по поводу качества ее волос. Может, после укладки что-то улучшится. Посмотрите на нее. Волосы очень неравномерной длины. Где-то
Где-то они вот такой длины, посередине короче, сбоку опять длиннее. Ну, к парикмахеру. Это я не говорю про вот эту прядь. К парикмахеру вопрос. Еще на лице большое-большое пятно от лака. Обе куклы нуждаются в укладке волос. Я обеих хочу переодеть, и мы сейчас посмотрим. У брюнетки я решила доработать лицо. Это убрать сиреневые губы, сделать цвет более натуральный. Также немножко добавить живости в глаза и брови разбавить, такой монолитные брови, добавить светлые волоски и добавить румянец. Вот такое до-после у нас получается. Мне кажется, она стала более живой. Блондинка, я ограничилась лишь мытьем волос и укладкой. Ну что, друзья, вот так я преобразила эту куклу. Теперь осталось решить, кто у нас будет соседкой Ширы, кто будет заселяться во вторую спальню. Это такая серьезная мадам, серьезная девочка, любит книжки, с лицом вы мне все должны. Даже после перекраски губ у нее осталось это выражение лица. Либо такая модная, избалованная девчонка, которая может покапризничать с Широй. Ну и кукла, которая уже живет в домике, это вот такая моя любимая кукла. Давайте, помогите выбрать, кто у нас заселится. Блондинка или брюнетка? Кто победит? Мне интересно, почему мы покупаем куклы с магазина, и там волосы уложены просто очень халатно, что нам приходится их переукладывать. Это нечто. Раньше мы покупали кукол с идеальной укладкой волос, и потом их портили. А теперь наоборот. Что, друзья, я прощаюсь. Спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрите, пишите комментарии. Я все читаю. Каждый раз, когда у меня загорается колокольчик в комментарии, я довольно бегу и читаю, что там написано. Стараюсь отвечать со своим СДВГ, блин. Иногда забываю отвечать, отвечаю иногда в уме. Все, спасибо за просмотр. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока. До новых кукол.